Ребята, всем привет! Продолжаю делать наш суперскоростной турбореактивный самолет. Занялся воздухозаборником вплотную. Выточил уже штуковинку из пенопласта, интересную. И теперь буду формировать аэродинамически совершенные формы вот в этой области. Потому что дальше все плюс-минус ровно пойдет. Еще, правда, надо как-то канал внутри организовать. Я еще, честно говоря, не очень-то придумал как. Чтобы и легкое было, и очень плавно все было. Ну, короче, чтобы круто было. Ну, а здесь уже вроде бы как более-менее придумал я в уме, как это будет выглядеть. Видите, все началось с пенопластовой болванки, которую внутрь между этим и этим поставил. И теперь все можно будет обтачивать и по ходу дела смотреть, что получается. Ну, а потом, естественно, карбонизировать нужно будет. Здесь как бы немножко внутрь идет конус, а после вот этой точки начнет расширяться. Да, интересная будет конструкция. В общем, Формула-1 стайл какой-то получается с таким воздухозаборником. Все образы храню в голове, потом их визуализирую. Ну, просто, честно говоря, я не понимаю, как можно, ребята, вот что-то такое смоделировать на компе. Опять же, все равно в голове надо образ этот держать. Ну, шут его знает. Короче, как на компе сделать, я не знаю. А как вот сделать вручную, вообще, пожалуйста. По пенопласту очень удобно работать грубым напильником по дереву. Я, кстати, когда-то даже делал видос про вот эти напильники, шкурки их называют, еще по-всякому. Ну, как-то видос не зашел, ребята, а между тем, половина всей работы, которую я делаю с использованием вот такого инструмента. Либо на прямоугольной основе, либо на круглой основе. В общем, эта вещь очень часто пригождается, как-то вручную наждачками обрабатывать, то есть просто наждачной бумагой не очень-то и интересно. И не очень-то хорошо получается. А так вот, видите, уже грубо-грубо что-то вырисовывается. Ну и вот он, ребята, результат целого дня работы. Выпиливал посегментно из пенопласта, собирал в пакет, а потом потихонечку, полигонечку все обтачивал. И вот что получилось. Это уже фактически готовая форма обтекателя. Заклеил даже вот здесь скотчем, потому что эту область буду удалять. Останется один лишь карбончик. Ну, естественно, будет отверстие там, поэтому оставил один сегмент на то, чтобы это все дело сгладить. Вот так. Это будет выглядеть на самолете готовом. Такая вот получается штуковина. Да, конечно, если б носик был уже готовый, вообще бы эпично смотрелось. Но мне уже нравится и так. Целый день пыхтел над этим воздухозаборником. Теперь нужно ночку отлежаться, отоспаться, подумать, что делать дальше. Основной план у меня есть, но нужно подумать, в какой последовательности все это осуществить. 4 дня. 4 дня, ребята, думал, как же сделать нос. Ну вот уже вроде бы что-то начинает получаться. Форма будет вот такая. Естественно, сейчас все это закруглится. Станет оно уже не таким массивным, будет немножечко потоньше, поэлегантней. Но углы и силуэты сбоку и сверху останутся такими. Столь резкий сход сверху задуман не просто так. Хочется установить камеры. Вот здесь будет FPV камера. А здесь, возможно, поставлю GoPro-шку с обтекателями. Если бы сделал полого, так как снизу, то большая бы часть носа самолета попадала в кадр картинки и перекрывала бы обзор. А мне хотелось бы видеть нормально. По FPV не поднимать слишком сильно камеру. Да и GoPro-шка, чтоб нормально стояла, снимала на носу, куда мы летим и как мы летим. Для визуализации скорости придумал несколько вариантов. Ну, первый и самый обычный, как я раньше делал, это поставить камеру вот здесь сверху. Наклонить ее, здесь телефончик, включить GPS-тест и смотреть за скоростью. Находясь внутри авиалайнера пассажирского, я развивал скорость 900 км в час и телефон спокойно все это дело фиксировал. Поэтому можно доверять. Четко все показывает и высоту, там до 11 тысяч метров.
бывало доходило, и скорость. Предварительное название самолета Коршун F1. И вот такой логотипчик нарисовал. Ну это предварительное, ребят. Я обычно самолеты никак не называю. Просто как-то вот сходство очень большое с клювом получается. Любимый инструмент для обработки. Пилочка по дереву. Очень быстро можно срезать пенопласт. Ну а дальше дорабатываю бруском со шкуркой. Когда-то давно я был фанатом гонок Формулы-1. И вот захотелось иметь свой болид. Правда летающий. Еще есть вариант поместить телефон с камерой внутрь самолета, сделать там какую-то подсветку и наблюдать, как повышается скорость. Но мы не будем видеть, что происходит вокруг. Зато с аэродинамической точки зрения будет великолепно, не будет ничего торчать, выступать и так далее. Не прошло и 5 часов рабочего времени, и нос фактически готов. Точнее, готова его основная форма. Остались некоторые шероховатости. Нужно вот тут заклеить, с этой стороны заклеить и обточить, сделать вот эту часть более обтекаемую. Чтобы зря не тратить эпоксидку на одну склейку, решил также вклеить сервоприводы. Сервоприводы на рули направления. Одну машинку уже вставил. Здесь вырезал квадрат под вторую. Все уже настроено, осталось подогнать. Вы будете смеяться, но на рули направления я также ставлю 20-килограммовые машинки. Мало ли, вдруг на большой скорости придется включать тормоза, и такие мощные машинки будут кстати. Так что постройка самолета идет полным ходом. Заодно и петельки вклеил, пока эпоксидочка разведенная. Все ровненько выставил. Получается, на каждый руль направления будет 4 штучки. Чтобы соответствовало, так сказать, вот этим 20-килограммовым сервам. Иначе, если бы, например, на 2 петли цеплял, смысла бы абсолютно никакого не было. Честно говоря, больше всего не люблю именно петлями заниматься. Предстоит еще элевоны прикрепить. Там было по 4 петли, здесь, ну, минимум 5 будет. Пока еще не занимался этим делом, скорее всего, уже потом буду цеплять. Теперь пару слов о аппаратурах и электронике, которую буду использовать. Ранее я все время пользовался вот таким FlySky. Он мне очень нравится, прежде всего потому, что очень простая аппаратура. Очень простая. Это первое. А второе, она никогда не косяковала. То есть всегда самолеты летали нормально, не было никакого отрубейшена, то есть все было прекрасно. И вот есть новенькая аппаратура, Таранис 9. Я уже его активно использую, запускаю вот такие коптеры пока что. У меня 2 коптера есть гоночных, тренируюсь летать. Ой, ну и вот хочется поделиться с вами этой болью. Здесь у меня все было нормально, здесь у меня постоянно какие-то проблемы. Вот сегодня конкретно, видите, что произошло? Видите, что с антенной? И сейчас еще батарейку покажу. Я ее немножко выровнял. Короче, грохнулся коптер. Летал нормально, все было прекрасно. Летал возле себя, далеко даже не отлетал. И пошел на разворот на посадку. Это было буквально 50 метров. Полностью отрубился аппарат и грохнулся на какие-то доски. Смяло батарею. Сам аппарат целый. С ними как бы ничего особо не случается. Это вот туда грязь попала. Что не скажешь о таких аппаратах. Если грохнется вот это, то я даже не знаю, что делать. Смотря куда он упадет, смотря на какой скорости он упадет. Ну, грубо говоря, если он будет быстро летать, то он по-любому разобьется просто в мясо. Не знаю теперь, что делать. Использовать серьезную аппаратуру. Закупился уже приемниками. Качественными и хорошими. Они причем еще и не дешевые, в отличие от этих. Ну вот как быть, пока что я побаиваюсь. Надо много-много раз тестировать. Не знаю, как такое может быть. С бухты-барахты взял, отрубился коптер и упал. Как такое может быть? Здесь никогда такого не было.
50 метров всего лишь. Страшно просто, ребята, при таких раскладах становится дальше жить. И что делать, даже и не знаю. Не могу надеяться на все эти аппаратуры, на всю эту электронику. Вплоть до того, что сервы могут выходить из строя. Вплоть до того, что куча всякого FPV оборудования, там камеры и прочее могут вылетать. У меня бывало даже такое, что я еще ничего не присоединил, просто испытывал камеру, не из дешевых причем. И она у меня перестала работать. Шлейф отошел, я пытался его обратно там вставить, ну какой-то мурый там, в общем, в итоге вообще перестало все работать. Такая вот небольшая боль. Так что, ребят, ждем и надеемся, что все будет летать хорошо, не будет никаких отказов. Потому что от меня это ну никак не зависит, только лишь надежды. А самолет-то на самом деле выглядит очень и очень круто уже, я его уже успел полюбить. Но оно всегда так бывает, когда затрачиваешь много сил и энергии, начинаешь все больше и больше ценить свой труд, начинаешь все больше и больше стараться. Ну, по крайней мере, это у меня так получается. Я изначально накидываюсь резко, а потом начинаю все больше и больше стараться. Здесь будет камера FPV, как я и говорил, чтобы можно было летать по FPV очкам. Здесь пока что еще не обработал и ничего не карбонизировал. В следующем видеоролике, скорее всего, буду карбонизировать полностью самолет. Нос обклею стеклотканью, потому что она радиопрозрачна, и внутри будут стоять все приемники, все антенны. Даже есть желание 2 приемника поставить, запараллелить их там с помощью специального устройства, чтобы опять же повысить шансы выживаемости самолета, если вдруг электроника как-то там взбрыкнет. Ну а пока что все у меня. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч!